Всем привет! Я рад приветствовать всех людей Дхармы, всех искренних ищущих, всех людей пути на своем канале. Продолжаю наше общение. Рад вашей активности. Хотел бы сегодня опять вернуться к теме мышления, к теме ментального плана и продолжить вносить ясность в этот вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть очень важный момент. В нашем учении Freeway ментальный план – это не сознание, это не индивидуальное сознание. Это именно инструмент описания мира. Он вторичен относительно непосредственного опыта восприятия, и он развивается как обслуживающая структура наш непосредственный опыт. То есть это больше интеллект, чем сознание в нашем словаре, в нашем понимании этого ментального плана. То есть мышление возникает как обработка прямого непосредственного опыта, получаемого через органы чувств. Поэтому его можно назвать еще одним чувством. То есть, как мы имеем там 5 органов чувств, ментал можно назвать таким же органом чувств, потому что он без них не развивается. То есть, вот как вот у ребенка, если у него какие-то проблемы с непосредственным опытом, с органами чувств, то есть там зрение, слух, осязание, обоняние, у него и интеллект, и ментал развивается слабее, потому что у него какие-то каналы восприятия мира перекрыты. Поэтому это очень-очень важный момент. Мы очень четко различаем сознание и ментальный план, ум. Поэтому можно сказать, что это основа вашего исцеления, четкое различение этих понятий. Потому что сегодня уже многие русскоязычные мастера используют слово «ум» как синоним сознания. То есть они это переняли у буддистов, у дзен-буддистов или еще у кого-то. Но у нас это такое понятие не принято. У нас может быть разум. Разум как слово больше отвечает такому понятию, как сознание. Но ум обычно у нас используется в качестве интеллекта ментального плана. Сегодня мы еще давайте поговорим немножечко о ментальном плане, но не с позиции, вот я давал в первом видео 4 сектора, которые обслуживают разные виды опыта. В том числе обслуживание вот этой иллюзии живущего, как занимается один из секторов ментального плана. Там же возникает вот это обслуживание авторской программы. Если вам интересно, то вы можете посмотреть, очень есть большое видео от противопоставления к сравнению. Там я очень подробно останавливаюсь на повреждении познающей природы, на повреждении эго-структуры и ментального плана. Сегодня будет не об этом. Сегодня будет больше о функционале ментала. Я хочу, чтобы вы поняли не только эти 4 сектора, но и поняли, какие бывают мысли. То есть часто слышишь, что ментал – это концептуализация, ментал – это бегущая строка, что у кого-то она там прекратилась, у кого-то она замедлилась, у кого-то исчезла. Нет, ментал – это прежде всего основа ментального плана, это образное мышление. Что такое образное мышление? Это создание образов, это то же самое, что фотографирование в вашем фотоаппарате. То есть ваш фотоаппарат производит фотографию. И вот точно так же образное мышление создает снимок и создает образы. Это как фотографирование предметов. Это создание таких образных слепков.
То есть все, что воспринимается образным мышлением, фиксируется в виде образов. И это первичный вид мышления, образное. Потом, когда человек получает понятие о этих образах, эти фотографии подписываются словами. То есть мы даем название образом. Поэтому ребенок очень много спрашивает, что это, что это, что это. Он прописывает название к своим образам в ментале. Посмотрите, здесь ни одно явление не подписано. Но вы точно знаете, что кружка – это кружка, стол – это стол, стул – это стул. Как? Вы одномоментно с восприятием подгружаете из ментала образ, и этот образ уже имеет надпись. Вот появление названий – это так называемое понятийное мышление. То есть после образного второй уровень – это понятийное, когда возникают понятия, когда возникают названия, когда мы всему даем свои понятия. Дальше мы можем оперировать уже понятиями. Когда мы оперируем понятиями, появляется так называемое конкретно-логическое мышление. То есть создаются такие концептуальные понятийные цепочки. То есть мы начинаем мыслить логически, как связаны эти образы между собой. Это связь и взаимодействие этих явлений между собой, которые выстраиваются в понятийные, концептуальные, логические цепочки. Это второй вид мышления, очень важный для того, чтобы мы были адекватным человеком. То есть мы не просто называем явления, мы выстраиваем понятия в некие цепочки. Это концептуализация и это конкретно логическое мышление. Третьим и самым сложным видом мышления является абстрактное мышление. Это возможность суммировать наши образы в некие символы. И символизм, это еще можно назвать абстрактно-символическое мышление. То есть это мышление посредством символа, в котором запаковано сразу несколько, может быть, понятий, может быть, образов и так далее. Абстрактное мышление – это способность мыслить символически. Например, вся математика – это мышление при помощи символов. Например, сначала мы, чтобы понять, что такое 5, должны иметь 5 объектов. Но потом мы говорим слово 5, и это может быть 5 чего угодно. 5 пальцев, 5 рублей, 5 предметов. Но обучались мы тому, что такое 5. Помните, на палочках, помните, на предметах. Нам непонятно, что такое 5, если мы не представляем 5 предметов. А потом предметы уходят, и мы переходим к такому символу 5. И когда ты человеку говоришь 5, он понимает, что такое 5, а уже подставляет то, о чем это. И таких абстракций на самом деле великое множество. Есть основные такие 4 группы абстракций. Это абстракции, созданные через суммирование образов. Например, животные. Такой штуки, как животное, не существует, да? Но само понятие животное абстрактное предполагает наличие в нашем мышлении некой папочки, в которую собраны файлы с животными. Нам сейчас очень легко на примере компьютера полностью как бы рассматривать работу нашего мышления. Компьютер полностью повторяет работу нашего мышления. Вот мы имеем папочку, подписали животные. И вот это слово «животное» – это абстракция, это название папочки. А в ней будут конкретные фотографии, образы животных, и они будут иметь конкретное название – кошка, собака. Также есть папочка «природа», есть папочка там «растения». Никаких таких растений не существует. Есть конкретные растения, которые сфотографированы и имеют свои названия. Да?
Вот это абстракции, которые созданы через образы. Есть абстракции, которые создаются через понятия. То есть довольно сложные понятия, которые собираются в одно абстрактное понятие. Например, таким понятием является математика. То есть оно означает какие-то специфические набор знаний. То есть, но сам набор знаний – это некие конкретно логические постулаты, или физика, или математика. Это такие абстракции, созданные на основе неких понятий. Третий вид абстракций – это смешанные абстракции, которые предполагают и наличие образа, и наличие неких концептуальных постулатов. Например, там, какое понятие возьмем? Родина. Это может быть, содержать это слово часть понятийного какого-то смысла, а часть образного. Кто-то березки представляет, кто-то крейсер «Аврора», кто-то еще что-то, но вместе с тем есть понимание, что Родина – это место, где я родился, где я там проживал или еще что-то. Это сложные, более такие смешанные абстракции. Четвертый вид абстракций – это абстракции, возникшие по поводу абстракций. То есть можно еще и абстрактные понятия собирать в некие такие уже сложные абстракции, которые основаны уже на абстрактном символическом мышлении. Вот это уже очень красиво. Поэтому вот мы имеем такое вот 4 типа еще абстрактного мышления. Я для чего это вам рассказываю? Чтобы вы осознавали глубину и красоту этого ментального тела. Это одно из наших индивидуальных тел, ментальное тело. И сегодня я хотел бы вам вот это рассказать, какими категориями оно оперирует. И вы будете с улыбкой воспринимать, когда вам будут говорить, что там кто-то убил ум, там еще что-то. Они точно имеют в виду не отсутствие возможности мыслить. С этим очень много профанации, очень много каких-то заблуждений. Все эти гуру нормально взаимодействуют, нормально общаются, нормально описывают мир, поэтому у них все в порядке с мышлением. И если у них есть какое-то промежутки отсутствия мыслей, то это такие специфические состояния, в которые они себя погружают для отдыха, сродни сну без сновидений, когда мышление отсутствует, наше в общепринятом смысле. Часто, так странно, иногда ум является синонимом сознания, что мы принимаем как неверную трактовку, а иногда ум является синонимом эго, что является тоже большим заблуждением. Эго не может быть названо вот это словом ум. Иногда прям синоним. Ум то, ум сё, от ума надо избавиться, ум должен умереть. Ребята, давайте будем корректными, давайте будем взрослыми, давайте будем грамотными людьми. Если ум – это наше ментальное тело, то не нужно, чтобы он умирал. Не нужно. Пусть он работает, пусть он проводит свои операции. Дело в том, что то, что мы регистрируем как мысль, это специфический вид мысли. Вот здесь, мне кажется, зарыта, как говорят, собака. Есть регистрация мыслей, это специфический вид мыслей. А вот тот ментальный поток, который происходит, и мы знаем, где мы находимся, что вокруг нас происходит. Мы знаем, что снег – это снег, что забор – это забор, и что небо – это небо. И мы эти мысли не регистрируем. Это непрерывный поток ментальной информации, который безусильно, абсолютно обслуживает текущий момент. Это наш рабочий ум. И вот скорость этих... Сейчас же можно как бы делать сканирование мозга и видеть количество возникающих мыслей.
Это такие вспышки синапсов этих, которые регистрируются сегодня приборами. Так вот, количество этих вспышек электрических сигналов, возникающих в мозге, которые потом превращаются в химическую реакцию и становятся, расшифровываются как мысль, это огромное множество. Это в секунду больше 100 мыслей к нам приходит. Скажите, а сколько мы регистрируем как мысль? Хорошо, если мы там одну мысль какую-то регистрируем. Остальные все идут просто бесконечным потоком и не регистрируются как мысли. Так вот, очень часто говорят о прекращении мыслей лишь как о прекращении регистрации специфической этой мысли. Понимаете, вот. И говорят, у меня остановился ум, больше нет мыслей. На самом деле просто нет этой вторичной регистрации мыслей. А с мыслями все в порядке. Человек остается адекватным. Он обладает всей полнотой информации. Он общается, он взаимодействует. Просто нету этой вторичной петли, регистрирующей мысль. Потому что вот эта мысль регистрируется в рамках специальной нейронной петли, присутствующей в нашем мозге, которая уже учеными, нейрофизиологами установлена, определена. И только вот мысль, проходящая по этой петле, регистрируется как мысль. И она имеет специфические свои там особенности и задачи. Как правило, это мысль, которая обслуживает мыслящего. То есть вот мыслящий, который имеет мысли. Это и есть эго-структура в мышлении, которая притязает на мысли. И вот те мысли, которые регистрируются в рамках этой нейронной петли, частенько называют мыслями, не имея в виду все то мышление, которое происходит в этом информационном потоке. Будьте зрелыми людьми, будьте трезвыми людьми и осознавайте это различие. Поэтому, когда эта нейронная петля прекращает работу, вам кажется, что исчезли мысли. На самом деле просто исчезла регистрация специфической мысли, которая обслуживает мыслящего. То есть вот есть вот эта эго-структура, которая в ментале называется мыслящей. И она, конечно, может прекратиться. И с прекращением этой структуры вы как бы будете все так же разумны, все так же умны, все так же осознанны, все так же мыслящие, но у вас не будет вот этого вторичного возникновения мыслящего в мышлении. Вот это является эго-структурой в ментале. Возникновение этого напряжения, а что мне подумать, а я думал не то, что надо, а мне надо думать больше, а я тупой и так далее. Вот это, да, проявление эго-структуры, оно может уйти. Но это не значит, что мышление остановилось, или ваш мозг прекратил функционирование, или ваши вот эти синапсы перестали мерцать. Поэтому сегодня вот такой вот курс про мышление. О именно типах мышления и о том, что мыслящий – это одна из специфических мыслей, которая требует регистрации других мыслей, и это действительно может исчезнуть. Это и есть тот 4-й тип мышления, который в первом видео я назвал мышлением, обслуживающим эго-структуру. Спасибо вам за внимание, а теперь для самых продвинутых минутка молчания.
Спасибо вам. До новых встреч. И пусть пробудятся все живые существа во всех мирах. Спасибо.